Утро. Доброе утро. И, как говорят в Турции, Гюнайден. Сейчас мы нашим стихийным коллективом двигаемся из поселка Гилемиш, что на пляже Паттара, в соседний поселок, даже не, ну, поселок он Калкан. Вот, мы с Владимиром туда уже ходили, но по нижней части тропы, сейчас пойдем по верхней. Маршрут проложили. Ну что, коллеги, можем двигаться. Let's go. Да, как обычно, по дороге будут включения. Самый указатель, который мы уже снимали. Получается, мы шли со стороны, где 12 километров, вот туда. А сейчас замкнем мы кольцо Паттары и пройдемся со стороны через Деликмер. А мы шли через Ялибурун. Вот, и идти нам до Калкана 10 километров. Ну что, вперед! И продолжают нас сопровождать опять остатки какой-то древней башни, отмечено на карте. Снизу поселок с теплицами. Но нам вот туда. Мы практически вернулись к руинам акведука и к стоянке под названием Священная четырехмерная мандала. Или мандала. Довольно-таки красиво. Замечательно. Мы так продолжаем движение по Ликихой тропе. Вот прошли там сзади часть акведука. Проходит. Да, это тоже. Это вот. Вон сам акведук. Вон он. Вон впереди этот акведук. Сейчас мы к нему и подойдем. Вот, да, вот впереди. Вот вы туда, вот видите, обрушение, вот дырка такая. Вот там внизу под ним, вот это мандала. И вот эта стоянка складка, где мы видим привал по-моему. Ну да, давайте. И ворота там же. Ну там пообедаем, потому что я так полагаю, там тень будет от стены очень хорошая. Ну, там и деревья. Есть. И вид на Калкан. Отлично. Если там сейчас толпы народа не будет. Что же мы столько людей встретили, что Ну, ты думаешь, у нас будут суп отбирать? Или... нас будут вид отбирать. Так, ну пока мы идем, здесь тропинка поворачивается. Так, здесь, Ну, либо продам, но очень дорого. здесь вот часть, под ногами виднеется часть акведука. Ну, тарелку уже продали, не рублю, правильно? Это да, Вот. нашел. Вот еще часть акведука, по которому вода шла. Она уже разрушилась, ну видно частично. Вот. Такая прям ровненькая, тропинка прям по этому акведуку проходит. Вот. Так что мы пока идем. Ну а справа, ой, слева от нас в долине тут теплицы. Раньше теплиц не было, раньше долина была. Вот впереди еще туристы идут. Ну все, выключаем к очередному повороту на Ликихе. Тут здесь даже столбик такой показывает поворот. И метка на камне вот. Все, пошли вон оттуда. Значит, все. Здесь, значит, поворачиваем. Нагоняем нашу бригаду ходоков по Ликийской тропе. Вон наша группа пошла впереди. Вот, и Катюша наша там. Все, бегу, догоняю. Дальше будет включение. Скорее всего, возле акведука включусь. Подходим к акведуку. Сейчас Явно, да, наша видно, Катюша прокомментирует все. явно видно, что тропа, вот видите, акведук часть, и вон туда он выходит. К сожалению, до конца пройти не получится. Он там завален в начале, но частично пройдем. Так сказать, прикоснемся к древности. Что, пройдем по акведуку?
А есть варианты. Ну, сверху Ну, чуть-чуть. это идет официальная тропа. Да, вот да, она. да. Нет, тут прям написано, часть тропы Так, идет значит, к акведуку. слева здесь теплицы. Сейчас не нахожу, но было, короче. Оттуда мы пришли, вон. Там, где будем стоять, там. Так, вот обошли сюда по дорожке. И все. Значит, идем дальше. Тут всякие таблички разных предпринимателей тут. Вот. Ну, вот сама труба вот проходит внутри вот этой вот штуки. Круглая прям, как вот труба. Но они Так, ну все. Иду они дальше. Дальше будет включение. Знак ликейки. Мы оттуда пришли. Туда идем. я вижу. Вот. Это же система. Вот. Этот акведук. Я даже немножко сюда поднимусь. Вот. Вот он тут тянется. Значит, там дальше он провал видно. Мы с той стороны подходили в прошлый раз туда. Но там не перейти, поэтому приходится спускаться вниз и обходить по низу. И тут сложено из таких блоков, там внутри отверстие круглое, по ним вода шла. Ну все, я спускаюсь, нагоняю нашу группу. Вот мы останавливались для обеда. Вот там под деревом сидели. Пообедали здесь около акведука. Значит, и теперь продолжаем подъем по Ликейской тропе. Тропинка вот впереди пошла. На камне вон метки идут. Вот это акведук тут такой. Тут оливки вокруг растут. Значит, здесь море видно. Эгейское. Горы там виднеются. Ну все. Идем вот дальше по Ликейской тропе. Дальше будет включение. Проходим вот такие вот места. Мы уже их проходили. Мы уже их проходили. Мы сейчас идем в обратную сторону. Ходили. Это со стороны акведука еще подниматься. По Ликейской тропы. Ликейской тропы. То туда по дорожке идем. И такие виды вокруг. Вот. Сзади меня какое-то море. А впереди тут долина. Ладно, идем дальше. Еще раз вид на эту долину. Теплит. Пока мы проходим мимо, мы оттуда пришли. Идем вот в ту сторону. Значит, проходит Ликейская тропа. Где-то сверху горка у нас проходит. Вот. Ну, мы пока стали на небольшой перекур. Отдохнуть надо. И пойдем дальше. Так, дальше будет включение. У нас тут идет очередной спуск по такой тропинке. Значит, у нас слева от меня море. Сейчас кусты обойду, будет лучше видно. Так, хотя он впереди меня идет. Я, как обычно, сзади тянусь. Вот там вот смотрим море. Ну, сейчас туда вниз спустимся. И, как говорится, пойдем по набережной, наверное. Дальше будет включение.
что ж, дорогие наши подписчики и просто люди, и просто и сочувствующие. Сегодня у нас 6 мая 25 года. Вчера с Вовой мы торжественно закончили нашу Ликийскую тропу. То есть все 540 километров от Анталии до Фетхие были нами пройдены. Конечно же, да, не за один присест, но прошли мы ее. Можете нас поздравлять, ставить нам за это лайки. Вот, и сейчас, в общем, ну, Ликийская тропа убила Вовины кроссовки или ботинки Салева. Да, вот они выглядят теперь вот таким образом. Видите, что Ликийская тропа делает с вашей обувью. Вот, сегодня мы с Вовой в честь такого радостного события приобрели Вове новые кроссовки Соломон в Анталии. Посмотрим, как они будут себя вести. И сейчас у нас похороны, у нас уже не первый раз торжественные похороны обуви в Турции. Мы нашли мусорку, выкидываем в знак нашей победы, прохождения Ликийской тропы и для того, чтобы сюда еще разок вернуться. Завтра у нас рано утром самолет. Сегодня у нас день такой лайтовый. Мы хотим сходить в Мигрос, может кое-чего подкупить в дорогу из местных специалитетов, чаю, например, турецкого. Да, можно. Пленки для упаковки наших чемоданов и так далее. Как ну, пойдем? По низу поверху? По низу. К нему мы пойдем не спеша, медленно. Здесь у нас есть лифт, который сейчас спустит нас вниз. Ну, к старый город, набережная, да, мы там дальше-то пройдем. Наверное, пройдем, да? И пойдем гулять. Сегодня мы не туристы, сегодня мы обычные курортники. Тут такой потрясающий, как обычно, там Калеичи, старый город. И здесь у нас, мне кажется, Вова, как будто бы нам потом подниматься опять придется. Ну, проверим. Давай спустимся, посмотрим. Спуск же бесплатный. Мы просто отсюда с тобой как-то поднимались. Интересно, если мы пойдем туда, мы сможем пройти? Мне кажется, нет. Мне кажется, нам тут логичнее, знаешь, что, пройти? По верху? По верху, да. Маяк, мы все это снимали, где Узбекистан? Отсюда видно Узбекистан. А, ну да, тут, как обычно, наскальная живопись современная. Красиво. Погода отличная для прогулок, как раз не жарко. Да? Да. Да, мы сейчас, если вы спустимся, там она дальше закончится, мне кажется, эта набережная. Нам логичнее дальше спуститься. Чем мы тут будем петлять с тобой? По карте? Да стопудово, я просто знаю, мы так с тобой ходили. Мы же не в старый город, если бы нам надо было в старый город, мы бы пошли бы тогда с тобой сюда, на лифт. А так как нам надо не в старый город, а наоборот туда, в сторону Каялты, нам логичнее пойти по верху. Пойдем, наверное, по верху. Посмотрим, что у нас из этого получится. В старый город вообще не хочется, я понимаю. Мы во что-то Вова наступили с тобой липучие, а теперь иду и ко всему прилипают. Представляешь? Капец. Ладно. Итак, мы не смогли пройти мимо Мадо. Зашли тут немножко подкушать. Я себе вот такую тарелочку взял салатика мясного. И Катюшка себе взяла такую тарелочку. Всего подряд. Всего подряд там, да. Ну еще заказали это кюнефе. Вот. Ну я решил сейчас салатик вот это наверну тарелочку. И как бы подожду кюнефе съем и пойдем вот дальше гулять. Вот так можно отдыхать, да, Катя? Можно. Афия Тулсун. Ну вот мы добрались до моря. Неужели мы все по лесам да по лесам? И тут, наконец, последний вечер нашего отпуска. Что ты на меня так показываешь? Вот, мы таки добрались до пляжа Анталии. Вот, где-то тут в центре приземлились, решили воду попробовать. Сегодня у нас 5 мая. В целом должно быть уже нормально. Ты хочешь, чтобы я первая пошла, да? Да. Он меня отправляет на разведку хитрюк. Ладно. Пойду проверю. Ну хочешь, я пойду. Подогрели тут для нас воду или нет. Пойди. Хочешь, я пойду. Ну я уже пошла. Блин, знаешь что, я только мне сейчас волосы эти намочу. А ты не мочи. А как оно шишка сверху? Все равно, Я ее наверх не смогу. Она будет мокрая. все равно не мочи. Она будет, я буду идти, она будет течь с меня. Все равно не мочи. Да
никак я не сделаю. Намотай ее сверху шишку. Это если только пакет какой-то. Намотай шишку сверху. А сверху они не поднимаются, ты что, не понимаешь? Вот это максимум. А пакет, а у меня пакета нету с собой. Наверное, лишнего нету. Пленка есть пищевая. Еще что? Нет, есть пакет из-под купальника. Кстати, я, наверное, сейчас его и это намотаю. Так, ладно, показываем, что море шумит. Это вот. Море вообще классно. Сзади у нас набережная Анталии. Мы нас ходили в Мадо. Ну, вот он, яхты живут. На берегу. Вот. Ну, что мне показать? Я вот Только мой заход в море тебе осталось показать. такой заход в море. Блин, а куда мы потом будем мокрое складывать, я не знаю. У нас мокрого не будет. Как, а трусы с купальником? Ну, придумаем. Да вон в пакет Мигрос положим. Там же все в упаковках. Да, точно. Все, давай. Так, показывай-ка, водичка классная. Все, Катюшка пошла на купаться. Сейчас узнаем, как водичка. Бодрит, говорит. Ну, это с непривычка, потом окунется, нормально будет водичка. О, поплыл мой дельфинчик. Ладно, пусть купается. Дальше будет включение, наверное. А вот смотрите, кто у нас тут плывет. Это наша Катюша плывет. Море прям обалденное. Сегодня у нас какое там уже 6 мая. Катюша у нас наслаждается водичкой. Водичка классная. Вода прям обалденная. Прям смотришь и радуешься. Там сквозь облака немножко видать горки. Это мы в Анталии. Вот. Катюшка выходит из воды. Молодец. Вот умничка, красавица. Красотулька. Молодчиночка. Умничка. Как водичка? Вообще вылазить не хочется. Ну, Такая классная вообще. Вот, короче, 6 мая, Анталия, вода О. Вова, я бы только чисто совесть меня заставила вылезти. Ну ты, бедолага, тут сидишь. Давай. все, я пошел купаться. Так, ну а вот и Вова впервые в этом году занырнул в Средиземное море. Вечером 6 мая в Анталии. Судя по всему, ему хорошо. Да как не может быть хорошо? Вода огонь, просто супер. Не знаю, как для кого, для меня вода в мае в Анталии это просто кайф. Дальше она для меня уже слишком горячая. И пляж, обратите внимание, полупустой. Ну как полупустой? Люди есть, но их довольно-таки мало. Класс.
Отличное завершение нашего длинного весеннего отпуска.